Доброго всем хорошего дня! Я рада приветствовать всех зрителей своего канала «Вяжем крючком». Ну а для тех, кто интересуется вязанием спицами, приглашаю посетить мой параллельный канал, где мы с вами вяжем спицами. И ссылочку на этот канал вы найдете в описании под этим же видео. На этом канале я хочу предложить вам сегодня связать очередной очень красивый узор. Маленькая моя фантазия. И этот узор пригодится вам, и я поставлю многоточие. Мы поговорим об этом с вами в конце видео. Полотно, которое вы видите на экране, связано из хлопка Лилу турецкого производства. 50 грамм, 225 метров. Это стопроцентный мерсеризированный катон. И крючком японского производства фирмы Tulip номером 1,25. 1,25 это в миллиметрах величина головки. Наборочный ряд, постоянные зрители уже обратили на это внимание, что я всегда стараюсь набрать арочки, потому что считаю, что это более удобно. И в этот раз, как видите, у нас тоже набрано арочками. Точно так же можно рассчитать, кому будет удобнее, и набирать цепочкой количество петель под раппорт. Наш раппорт этого узора состоит из 2 больших арочек и 3 маленьких. Всего в раппорте 5 арочек. Мы должны будем набрать количество повторений раппорта и плюс еще один для симметрии, еще одну дорожку, еще 2 большие арочки. Ну, давайте начнем. Для тренировочного образца беру хлопок бегонию потолще, поконтрастнее и, соответственно, побольше крючок той же фирмы номер 1,5 миллиметров. Набираем первую петельку и набираем цепочку из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 4 накида на крючок, возвращаемся в первую петельку и провязываем столбик с 4 накидами. Это первая большая арочка, вяжем вторую. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 4 накида на крючок, возвращаемся в петельку соединения и провязываем столбик с 4 накидами. Вторая большая арочка. И теперь вяжем 3 маленьких. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. 2 накида на крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Снова 1, 2, 3, 4 и 5. 2 накида на крючок, столбик с 2 накидами. И еще одна арочка. 1, 2, 3, 4 и 5. 2 накида на крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Мы с вами сделали набор на 1 раппорт. И я не буду делать повторение раппорта. Я свяжу еще 2 большие арочки для симметрии. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 4 накида на крючок, провязываем столбик с 4 накидами. И еще одна большая. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 4 накида на крючок и провязываем столбик с 4 накидами.
И мы с вами набрали один раппорт и для симметрии еще одна дорожка. По надобности эти арочки мы можем обвязать столбиками без накида. Если у нас большая арочка состоит из 7 воздушных петель, то мы вяжем 7 столбиков без накида. Под большую арочку опять 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И под маленькие арочки по 5 столбиков без накида. 2, 3, 4 и 5. И получается, что маленькие у нас по 5 столбиков без накида, большие по 7, вяжем до конца ряда. Довязали до конца ряда, воздушная петля, разворачиваемся и точно так же обвязываем еще вторую сторону. Большая арочка, 7 столбиков без накида, снова 7 и маленькая 5 столбиков без накида, и так довязываем снова до конца. Довязали ряд, зашли в первую петельку и делаем соединительный столбик. Теперь провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. Получаемся мы на изнаночной стороне. И сейчас мы будем провязывать первый подготовительный ряд, который не будет считываться в раппорт узора. Мы просто делаем его разбивку. Над вот этими вот двумя арочками, кроме подъемной, а мы ее тоже будем считать за столбик с накидом, должно получиться еще 11 столбиков с накидом. И давайте их вяжем. Раз, 2, 3, 4, 5. Теперь вот эти вот 2 петельки я пропускаю и вяжу 6, 7, 8, 9, 10 и 11. И у меня над большими арочками получилось 11 столбиков с накидом. И теперь мы вяжем обычную сеточку над вот этими вот 3 маленькими арочками. И вяжем сначала 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И делаем столбик без накида по центру маленькой арочки. Теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. И над следующей арочкой провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Над следующей маленькой арочкой провязываем столбик без накида. Теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И у нас большие арочки опять. Мы должны набрать над этими большими арочками 11 столбиков с накидом. Набрали 11 столбиков, и один у нас получается еще 12 краевой, если это краевой раппорт. Так как у нас получилось обе дорожки краевые, то получилось по 12. Ну а если посередине у вас будет повторяться такой раппорт, то здесь будет 11 столбиков
с накидом. И мы с вами связали подготовительный ряд. А теперь вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. Мы не берем в счет этот подъемный столбик. Теперь у нас начинается раппорт. В высоту наш раппорт будет состоять из 8 рядов. Это будет 2 разных расположения нашего соцветия. И мы начинаем первый ряд с изнаночной стороны. Вяжем 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Мы провязали 8 столбиков с накидом. И теперь делаем вот такую вот петлю, подготовку для следующего ряда. 5 воздушных петель. Здесь у нас будет в этой петле вывязываться наш цветок. И довязываем еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Здесь у нас сеточка. В этом ряду мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Маленькую арочку пропускаем, заходим сразу в большую. Снова 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Связали следующую арочку и опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вяжем вторую дорожку. Опять вяжем 8 столбиков с накидом. Пять воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся над столбиком за 2 дужки, провязываем столбик без накида и вяжем еще по раппорту. 1, 2, 3 столбика с накидом, и последний у нас вяжется краевой, 4. Мы с вами связали первый ряд. Теперь вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваемся и вяжем второй ряд, где мы будем вывязывать цветок. И в этом ряду у нас цветочек будет смотреть в эту сторону, а его лепестки будут смотреть в эту сторону. Сейчас вы это увидите. Мы вяжем еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Теперь я буду медленно вязать. Я захожу крючком в нашу петлю, делаю соединительный столбик и вяжу 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь на цепочке в первую петельку вытягиваю петлю, и из-под цепочки я провязываю столбик без накида и вытягиваю петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и
13. Вот что у нас получается на крючке. Теперь мы заходим в эту петлю, это основание нашего соцветия, вытягиваем петельку и протягиваем ее через все эти петли на крючке. У нас получается первый лепесток нашего цветка. Закрепляем, вяжем снова 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И повторяем лепесточек цветка. Сначала с цепочки вытянули петельку, и теперь из-под цепочки провязываем 13 удлиненных петель. Связали, вошли крючком за вот эту вот перемычку предыдущего нашего лепестка, вытянули петлю и протянули через все петельки на крючке, закрепили. Есть уже 2 лепестка и вяжем третий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Из первой петельки цепочки вытягиваем петлю, и теперь 13 вытянутых петель. Опять возвращаемся в предыдущий лепесток, подхватываем эту перемычку, вытягиваем петельку, протягиваем через все петли на крючке и закрепляем. У нас получилось 3 лепестка. Теперь мы возвращаемся крючком в основание и делаем соединительный полустолбик. Далее нам этот цветок нужно крепить. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Оставляем эту петельку. Вот показываю наш связанный цветок. Над этим цветком на 1 ряд ниже подхватываем дужки, подхватываем оставленную петельку и протягиваем через эти дужки. Теперь наш цветок разворачиваем и за средний лепесток подхватываем тоже какие-то 2 дужки посерединке и делаем вот такой вот соединительный столбик. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И теперь нам нужно крючком вернуться в основание. Вот оно, наше основание. И делаем соединительный полустолбик. Получилось, что мы связали наши лепестки и прикрепили его вот в этом месте на 1 ряд ниже. А теперь вывязываем веточки, назовем их листочками. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Отсчитываем по столбикам. 1, 2, в 3 столбик. Входим крючком и протягиваем эту петлю. Возвращаемся под цепочку, вяжем 3 столбика без накида, 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Возвращаемся, замыкаем пико соединительным полустолбиком, и под оставшуюся вот эту вот цепочку нам нужно уместить жестко
Еще 10 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Мы с вами связали первый листочек. Теперь загибаем наши лепестки цветка. Вот наше основание. Мы заходим опять в него и соединяем в основании наш лепесток. Теперь вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Отсчитываем. 1, 2, 3, 4 и в пятую петельку мы протягиваем оставленную петельку. Теперь снова под цепочку мы вяжем 3 столбика без накида, 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Замыкаем пико. И под цепочку вяжем еще 10 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И снова входим в основание за лепестками. Вот оно основание. Делаем соединительный столбик. Снова вяжем 8 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Связали. Считаем 1, 2, 3, 4. В пятую петлю входим крючком, подхватываем оставленную, протягиваем через эту пятую и повторяем. Делаем опять 3 столбика без накида, 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Вернулись, замкнули пико и снова вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Связали и закрепили в основании. Мы связали уже с вами третий лепесток. И у нас в этом соцветии вот таких вот 3 лепестка. И дальше мы переходим по раппорту. У нас дальше идут столбики с накидом. И теперь мы заходим в первый столбик после основания. Делаем соединительный полустолбик. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Оставляем эту петельку. Теперь смотрите, вот у нас 3 лепестка. Мы их первый завернули. И на втором мы считаем 1, 2. В третью петлю мы протягиваем петлю оставленную. Мы опять прикрепили лепесток. А теперь продолжаем вязать столбики с накидом. И вот мы с вами связали первое соцветие на нашей дорожке. Это пряжа, конечно, грубовата, но зато вам хорошо видно. Вот что у нас получилось. Мы на основании
Вот наше основание, это столбики с накидом. Надвязали вот такой вот двухъярусный цветок. У нас получается сначала вязались, вот эта вот серединка вязалась, а потом мы вывязывали еще вот эти вот нижние лепестки. И в этом ряду у нас эти лепестки смотрят в середину, потому что в следующий раз они будут опять у нас с этой стороны и тоже лепестки смотреть в середину. Ну вот, сейчас мы еще повторим. Теперь мы снова вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И заходим под первую же арочку. Дальше 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Снова под следующую арочку. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Под следующую арочку. И 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Мы дошли с вами до следующей дорожки. И сейчас повторим точно такое же соцветие.
Ну вот мы с вами связали уже второй ряд нашего узора. Вот повторение нашего раппорта. И у нас получились вот такие вот два соцветия объемные. Теперь переходим на третий ряд. Мы снова вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. И у нас этот ряд до арочек должны вязаться столбики с накидом. У нас их было 11, не считая подъемного, значит так 11 и должно быть. И вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь давайте смотрим, чтобы мы нигде не просчитались. У нас здесь 1, 2, 3, 10. Значит, один еще должен быть здесь. Накид на крючок и под средним лепестком подхватываем какие-то дужки. Вот, в принципе, столбик с накидом. И мы просто его немножко больше растягиваем. И дальше у нас еще остается, нужно связать 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И получилось, что с задней стороны у нас вместе с краевым должно быть 12, а по раппорту 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И подъемный. Мы восстановили раппорт. Правда, я потеряла немножко петельки. Пока хотела вам показать. Вот. Восстановили раппорт. У нас те же 11 столбиков с накидом. Ну а здесь мы продолжаем вязать нашу сеточку. Здесь мы вяжем в этом ряду 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Маленькую арочку пропускаем, переходим сразу в большую. И вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Следующую арочку. И 1, 2, 3, 4, 5. Маленькую арочку пропускаем. Накид на крючок. И опять начинаем над следующей дорожкой восстанавливать наши 11 столбиков с накидом. Одиннадцать и 12 у нас краевой. И мы с вами связали уже третий ряд. Теперь мы вяжем четвертый ряд. Он очень простой. Мы делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Мы просто провязываем 11 столбиков с накидом.
И опять у нас между дорожками сеточка. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Заходим под большую арочку. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Под следующую арочку. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И под следующую арочку столбик без накида. И теперь 1, 2, 3. И опять вяжем 11 столбиков. И 12 краевой. И мы с вами связали первую половину раппорта. Дальше будет вторая половина, и наши цветы будут немножко по-другому уже вывязываться и в другую сторону смотреть. Вот какая красота у нас получается. Ну и вяжем опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. И если у нас в прошлый раз цветок был с этой стороны, то теперь мы готовим место под цветок в начале ряда. Вяжем 1, 2 и 3 столбика без накида. И провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Замыкаем в колечко. Продолжаем вязать столбики с накидом над столбиками. Связали. Опять сеточка. Здесь у нас в этом ряду вяжется 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Переступаем маленькую арочку. Заходим в большую. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Опять переступаем в арочку. Столбик без накида. И 1, 2, 3, 4, 5. С этой стороны маленькую арочку пропускаем и сразу же начинаем вязать столбики с накидом. Мы вяжем 1, 2, 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Замкнули пико и довязываем до конца ряда столбики с накидом. И краевой еще столбик с накидом. Мы с вами подготовили ряд для следующего соцветия. И теперь обращайте внимание, что наше следующее соцветие будет вывязываться с другой стороны нашей дорожки. И здесь, и здесь. И сейчас мы будем вывязывать очередные цветы уже чуть-чуть по-другому. Вяжем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание и вяжем до нашего основания столбики с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 и 8. Получается у нас до основания 8 столбиков с накидом. А теперь, если мы в этом цветке сначала вязали серединку, а потом лепестки, то теперь мы будем делать наоборот. Мы сначала будем вязать лепестки, а потом серединку. Заходим в основание, вытягиваем петельку, делаем соединительный столбик и вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Оставили эту петельку. Теперь вот развернулся наш нижний цветок. Отсчитываем от основания 1, 2, 3, 4 и над 4 столбиком с накидом еще на ряд ниже заходим крючком и крепим нашу цепочку. Теперь под эту цепочку мы вяжем 3 столбика без накида, 4 воздушные петли, замыкаем пико и 10 столбиков без накида. Связали, закрепили веточку в основании. Вяжем следующую веточку. 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Отсчитываем 1, 2, 3, 4 и в 5-ю петлю. Вошли крючком, протянули через эту 5-ю, нашу оставленную, вяжем 2-ю веточку. 3 столбика без накида, 4 воздушные петли, замкнули пико и 10 столбиков без накида. Прикрепили в основании. Вяжем 3-ю веточку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Связали. Опять считаем 1, 2, 3, 4 в 5-ю петельку. Вошли. Протянули оставленную петельку через 5-ю. Вяжем 3-й лепесток. 1, 2, 3 столбика без накида, 4 воздушные петли, замкнули пико и 10 столбиков без накида. И закрепились в основании. Вот мы сначала связали лепестки. И теперь вяжем серединку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 воздушных петель. Из первой петельки вытягиваем длинную петлю и 13 удлиненных вытянутых петель из-под цепочки. Зашли теперь в основание, вытянули петлю и протянули через все эти петли, закрепили. Вяжем следующий лепесток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И снова из цепочки первая петля, а дальше из-под цепочки 13 удлиненных петель.
предыдущем лепестке за перемычку зашли крючком, вытянули петлю, протянули через все петли, закрепили. И третий. Из предыдущего лепестка, из перемычки вытянули петельку, протянули через все петли, закрепили. Теперь эта серединка, сначала мы ее фиксируем в нашем основании. Теперь вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Оставили эту петельку. Вот наша серединка. Опускаемся на один ряд. Подхватываем вот так вот дужечки. Подхватываем эту петельку и присоединяем цепочку. Наш цветок разворачиваем до среднего лепестка. Подхватываем 2 дужки. Крепим лепесток. Теперь вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И возвращаемся в наше основание. Вот оно. Цепочка теперь должна у нас уйти за цветок. И мы возвращаемся в наше основание, из которого мы вязали наш цветок. И присоединяем. И еще раз. Дальше у нас остается еще связать 3 столбика с накидом. Мы переходим крючком в первый, делаем соединительный столбик, вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И теперь мы загибаем эти лепестки, и мы заходим и пропускаем первый лепесток и второй лепесток. Первый, второй. Загнули на изнаночную сторону, и вот. 1, 2. В третью петельку вошли крючком с изнаночной стороны, но крючок все равно мы ввели с лицевой стороны. Подхватили оставленную петельку и прикрепили этот лепесток. Дальше у нас остается связать еще 2 столбика с накидом. Вяжем 1 и 2. Оставили петельку, укладываем наш цветок, и теперь между первым и вторым лепестком входим крючком, подхватываем нашу оставленную петельку и протягиваем. Дальше за цветком у нас снова начинает вязаться наша сеточка. Здесь мы вяжем 3 воздушные петли, связали. И под арочку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Под арочку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И под арочку столбик без накида. И снова 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И переходим еще к одной дорожке. Вначале мы вяжем столбики с накидом. И опять подошли к основанию.
И снова в основании этот лепесток закрепили. И теперь из этого же основания мы вяжем точно такую же серединку. Мы ее только что с вами вязали. И точно такую же серединку вяжем еще здесь. Связали очередную серединку, закрепили ее в основании. И еще раз давайте вместе прикрепим и этот цветок, и его лепестки. Вяжем 3 воздушные петли. Оставили петельку. Над цветком, вот наш столбик с накидом, опускаемся, заходим крючком, подхватываем. Обязательно должно быть 2 дужки. Прикрепили цепочку. Теперь разворачиваем цветок до среднего лепестка и крепим этот лепесток. Теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И возвращаемся к нашему основанию. Вот оно. Крепим уже нашу цепочку. Теперь мы переходим в следующий столбик с накидом. Делаем протяжной полустолбик. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Оставляем петельку. Загибаем наши лепесточки. Пропускаем 1, пропускаем 2. И на 3-м лепестке в 3-ю петлю заходим крючком, подхватываем оставленную петельку, делаем протяжку и довязываем. У нас здесь еще 2 столбика с накидом. 1 и 2. Оставили петельку, уложили наши лепестки. Между 1-м и 2-м лепестком входим крючком, подхватываем эту петельку и крепим эту серединку. И остается у нас связать еще 1 краевой столбик с накидом. И мы с вами связали соцветие, которое у нас уже смотрит в другую сторону. Сейчас я его разложу. Ну вот смотрите, первая половина раппорта у нас смотрела вовнутрь, в эту сторону, и наши листочки смотрели в эту сторону, то теперь наши листочки смотрят снова вовнутрь, но уже в эту сторону. И вот так вот мы практически довязали уже раппорт. Теперь у нас идет еще один ряд. Это ряд восстановления. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. И нам здесь нужно восстановить 11 столбиков с накидом. 1, 2. Смотрим дальше. 3. 4. Дальше мы переходим вот уже 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Здесь у нас сеточка. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Пропустили маленькую арочку, перешли в большую. 1, 2, 3, 4 и 5. Следующий столбик без накида. И снова 1, 2, 3, 4 и 5. И снова восстанавливаем
наши 11 столбиков с накидом. У нас остается связать еще один ряд до окончания раппорта. Он вяжется уже очень просто. Столбики с накидом, сеточка и столбики с накидом. Давайте свяжем его самостоятельно. Ну вот мы с вами закончили раппорт узора. Дальше у нас начинается все с первого ряда. Раппорт начинается с изнаночной стороны, и следующий раппорт у нас начало. Цветок будет располагаться в этом уголке. И вот так вот у нас получается такая вот цветочная дорожка. Сам цветок вяжется несложно. И сеточка, и столбики с накидом. Главное усвоить, как прикрепить. Я вам показала, как я крепила эти цветочки. Возможно, у вас будут еще какие-то другие варианты. Но, по крайней мере, после проглаживания мои цветочки держат форму и не загибаются, не отлетают, а тем не менее все равно выглядят как 3D, как надвязанные на полотне. Ну а теперь давайте посмотрим большое полотно и порассуждаем, может что-то придумаем вместе. Вот я снова разложила перед вами свой красавчик-образец. Конечно, из тоненькой ниточки это гораздо изящнее смотрится. Ну а можете себе представить, если сюда взять ниточку еще потоньше, шелк или вискоза. Но, конечно, не турецкая вискоза, лучше итальянская вискоза, она тоненькая. Или же хотя бы искусственный шелк турецкий, это ниточка тулип. Это будет еще тоньше и еще красивее выглядеть даже, чем то, что вы видите. Работа, конечно, кропотливая, есть над чем поработать, но я думаю, что иногда стоит потрудиться. Почему у меня возникла идея связать именно вот такие вот цветочные дорожки? Не так давно мы с вами вязали узор «Хрустальная роза». И, судя по просмотрам, зрителю этот узор понравился. Внимательно перечитывая все комментарии, очень многие написали, что хотели бы связать платье. Вечернее платье, коктейльное платье. Иногда кто-то говорил, что блузы хочет вязать. Достаточно интересный узор, необычный. И вот смотрите, под хрустальную розу я сделала как добавление. Я просто сейчас хочу вам выложить вот ход своей мысли. Хрустальной розой, тем узором, я бы вязала кокетку платья до подгруди. А из-под груди я бы перешла уже на вот такой вот дорожечный узор. Во-первых, он очень красиво смотрится и соответствует хрустальной розе, но и еще создает нам удобство для того, чтобы давать форму. Там, где есть дорожки сетки или любые дорожки, мы выдаем формы, какие хотим. Играемся, как хотим. Давайте подумаем, как здесь можно играться. Я вам показала то, что показала. Смотрите, можно увеличивать саму дорожку цветочную и увеличивать расстояние между цветочками, добавить, к примеру, еще 2 ряда. Не знаю, не пробовала, нужно пробовать и смотреть, насколько это будет красиво или некрасиво смотреться. Пока мне понравилось вот так. Но формы платья из-под груди, талию, бедра и дальше можно даже делать клешное платье, конечно же, выдается за счет сеточки. Мы можем, к примеру, из-под груди эту сеточку сделать еще меньше. Мы здесь брали 3 арочки, мы можем взять 2 арочки. И дальше за счет самой сеточки делать расширение вплоть до клёша. И будет красивая вот эта вот дорожка
цветочные, а сеточные углы. Ну, вот так я себе представляю. Я бы даже таким узором могла бы связать даже какой-то кардиган. Но сеточку для кардигана я бы заменила, к примеру, сделала бы на сеточке и еще какой-то добавочный веер. Но палантин здесь будет, конечно, шикарный, на какой-то тонкой ангорочке, чтобы это выглядело воздушно. Это только лишь мои рассуждения. Я связала образец, показала вам, и попробуйте зрительно взять узор хрустальный и этот и совместить его вместе. По-моему, идея неплохая. Ну а в конце я всегда вам говорю, надеюсь, этот узор вам понравился. Я жду ваши комментарии, жду ваши оценки. А я на сегодня буду с вами прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания.